Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить просто шикарный куриный рулет с грибами и сыром. Я вас уверяю, этот рулет станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Его можно подавать как холодным, так и горячим. Можно сказать, что это универсальное блюдо. Может быть и холодной, и горячей закуской. Рулет получается очень красивый. Посмотрите, он прекрасно держит форму. И такой сочный. Внутри много мясной начинки с грибами. И, конечно, вот этот сырный корж. Такой ароматный, сочный, нежный. Обязательно его приготовьте и украсьте им свой праздничный стол. И для рецепта мне понадобится я включила разогреваться сковородку, наливаю немного растительного масла. Лук порежу средними кубиками. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Грибы разрезаю пополам и режу небольшими пластинками. Часть грибов я оставляю для украшения рулета. Лук обжарился, добавляю в сковородку грибы. И также их обжариваю до золотистого цвета. Подготовлю грибы, которые я буду использовать для украшения рулета. Я их просто нарежу вот такими тонкими пластинками. Грибы с луком немного солю. Сковородку выключаю и оставляю грибы с луком немного остыть. Куриные бедрышки порежу. Вместо куриных бедрышек можно использовать и куриное филе, но мне нравится именно использовать бедрышки, с ними рулет получается более сочный. Как видите, я не убирала вот этот жир, только убрала косточки и кожицу. Мясо я перекладываю в блендер. Также сразу добавляю сюда и чеснок. И все измельчаю. Перекладываю фарш в миску. Добавляю обжаренные грибы с луком, они уже не горячие, теплые. Солю. Добавляю черный перец. 1 чайную ложку сушеного чеснока. И добавлю смесь итальянских трав. Примерно 1 чайную ложку. Конечно, вы можете использовать любые специи, какие нравятся вам. Хорошо все перемешиваю. Отправлю немного фарша в микроволновку и попробую на вкус. Я не рекомендую пробовать сырой фарш. Подготовлю сырную основу для рулета. Сыр натираю на крупной терке. Добавляю в сыр яйца. Добавляю сметану. Немного соли. Соль добавляйте по вкусу, в зависимости от того, насколько соленый вы используете сыр. Пол чайной ложки сушеного чеснока, немного смеси итальянских трав, тоже примерно пол чайной ложки, и перец. Перемешиваю. Я подготовила противень, размер 26 на 38 сантиметров. Застелила его пергаментной бумагой и смажу растительным маслом, для того, чтобы сырная основа не пристала к пергаменту. Сейчас я выложу на пергамент грибы. Определитесь, в какую сторону вы будете сворачивать рулет. Я буду это делать в длину, поэтому я выкладываю грибы, немного отойдя от края, вот так в длину. Можно вообще не делать это украшение. Все на ваше усмотрение. И теперь сверху выкладываю сырную основу и аккуратно распределяю по всему противню. Постараться надо сделать аккуратно, чтобы не сдвинулся внизу рисунок из грибов. Стараемся распределить ровным слоем. Противень с тестом я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут.
Устанавливаю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Сырное тесто должно схватиться, но, конечно, вы смотрите по своей духовке. Посмотрите, какая красота получилась. Видите, корж сверху плотный. Сыр благодаря яйцам хорошо схватился. Видите, нету сверху жидкого теста. И сейчас сюда я выкладываю прямо на горячий вот этот сырный корж, мясной фарш с луком и грибами. И хорошо разравниваю. Сверху на мясной фарш я выкладываю болгарский перец. Вот такие полосочки. Можно сделать несколько рядов. И теперь все очень аккуратно при помощи пергаментной бумаги сворачиваю в рулет. Сырный корж, он мягкий, поэтому очень легко сворачивается. Просто старайтесь поджимать плотно, именно при помощи пергаментной бумаги. И теперь сейчас я его немножечко перекачу назад, чтобы он у меня завернулся в пергамент. Опа! Закрываю и переворачиваю рулет швом вниз. Хорошо подтягиваю. Обратите внимание, здесь сверху грибочки, которые мы выкладывали в качестве рисунка. И вот таким образом, свернутым в пергаментную бумагу, отправляю мой рулет в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут, чтобы внутри приготовился куриный фарш. Рулет я достала из духовки. Он у меня очень красиво подрумянился. Этот рулет можно подавать к столу как горячим, так и холодным. В качестве холодной закуски я сейчас сниму пергаментную бумагу. Посмотрите, как красиво получилось. Уверена, таким потрясающим рулетом вы украсите любой праздничный стол. Блюдо, конечно, можно украсить по своему вкусу, но мне кажется, сам рулет уже настолько красивый, что не требует особо никаких украшений. Я очень люблю эти рулеты. Во-первых, начинку можно разнообразить всегда. Либо добавить красный перчик, либо еще что-то придумать. Допустим, положить внутрь маслины. Это будет очень красиво. И я сейчас пробую. Друзья, рулет получается по-настоящему очень вкусный, такой сочный. Здесь такая сочная мясная начинка с жареными грибами, с жареным луком. И, конечно, вот эта сырная основа, вот это сырное тесто. Просто бесподобно. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!